Думаю, вы наслушались красивого звука зимы, как звучит снег. Сегодня на улице уже не -5, а где-то в районе -10, наверное. Я приехал в парк, чтобы сделать пару красивых кадров и чтобы просто прокатился по нашей дорожке, где мы обычно катаемся, и подышать воздухом. Покрышки сменил на зимние. Они абсолютно такие же, как летние, но красивее. Так как сейчас уже холодно, сейчас у меня основной стоп идет с налобного фонаря, у которого на среднем получается режиме всего 400 люменов примерно. Поэтому я в тепле привез 2 фонаря. Сейчас их поставлю. И у меня будет 2000 люменов, которых мне хватит, чтобы снять красивый лес парка. Сегодня обещают первые такие более-менее серьезные морозы. Ночью -22 по прогнозу. Это уже не тепло. -22 это уже холодно. -22 вот так вот руками ничего не поделаешь. Они сразу замерзнут. Осталось добить 5 километров на велокомпьютере. Не знаю, кто победит. Мороз, от которого умрет аккумулятор. Либо все-таки я добью 1000 километров. Посмотрим. Снег очень мерзлый, красивый, сухой. Он вообще не тает. Классно скрипит уже по-зимнему. Ой, врезался в дерево. В парке никого нету. Никто не хочет гулять почему-то. И сейчас мы отправляемся в ту сторону. Покажу самое красивое, что есть зимой. Руки сильно отбивает, поэтому поменял хват, потому что в таком хвате ты держишься не за пластиковый пистолет, а за мягкий. За мягкий руль. Так, собака. Не укусит? Охраняет? А? Охраняет? Да нет, она человек, по идее. Что сейчас это? Вы ко мне идите. Иди ко мне. Пройдем чуть-чуть пешком, чтобы собака потеряла интерес ко мне, а дальше сяду и поеду. Все. Кстати, одна из опасностей в парке — это собаки. Их здесь и выгуливают часто без намордника, без ошейника, без поводка. И плюс еще могут бегать здесь бродячие стаи. Так что
Ночью, в принципе, здесь кататься одному опасно. Плюс зимой ты едешь в шапке, в капюшоне, чтобы не вдувало. И еще скрипит снег. Если собака подбежит, ты ее просто не услышишь. Меня уже начал подмигивать какой-то из фонарей, символизируя о том, что начинает замерзать. У меня закончилась батарейка первая, прямо посреди тут темноты в парке, где никого нет, поэтому надо быстренько отсюда выбираться. Но погода отличная. Ну, где-то у меня за спиной лают собаки, поэтому нежелательно здесь долго стоять. Они могут все прибежать на свет. Поэтому сваливаем отсюда поскорее. Выбираемся в парк. Красивый месяц на небе. Здесь видны свежие следы от покрышек. Кто-то из велосипедистов здесь проезжал недавно. На одометре 998 километров. Сегодня отсечка перевалит 1000 километров, и можно будет велокомпьютер снимать, убирать до следующего теплого сезона, чтобы с ним ничего от мороза не случилось.
Можно немного притопить. Фух. Здесь можно свет вырубить. Прогулка по лесу завершена. Подышали воздухом, покачали ноги. Можно возвращаться домой. Так, тут ничего не видно. Включим свет. Прислонил ладонью фонари, потому что очень сильно слепят. Если попадет луч в глаза, можно потом потерять зрение на 1 минуту. Сейчас свернем на тропинку справа. Попробуем проехать здесь по лесу. Так, люди, выключим свет. Вот по такой зиме, когда лежит снег нормальный, хороший, утоптанный, никаких шипов не надо. Можно кататься на любой резине, грязевой, на любой гравийной, на полусликах. И там, где утоплено, можно даже на сликах кататься. Только поменьше давления сделать. Я, как в предыдущем видео, обещал, что не буду ставить покрышки с шипами. Буду доказывать всем, кто не разбирается в велосипедах, тот факт, что кататься можно абсолютно на любой резине. Если резина качественная по своему составу, то она не будет у вас лопаться зимой от катания, из-за того, что она проходит резкие смены плюс 25 градусов при комнатной температуре, резко в минус 30 и обратно в 25, она у вас лопаться и трещать не будет. Если резина лопается, значит резина говно. Я так испытывал очень много лет покрышки Maxxis Hookworm. С ними абсолютно ничего не делается. Катался при сильных морозах.
Затем я катался на миньонах. Миньоны также не трещат. Если у вас вдруг трещат хуки или это миньоны, то значит, что вы купили какую-то старую резину, которая просто рассохлась во время того, пока она лежала на складе. Вот. Сейчас катаю уже третий сезон. Второй, да. Второй сезон на японской покрышке Panaracer. С ним никаких нареканий нет. С ними ничего не происходит. Велосипед стал. Кстати, у нас на компьютере перемахнула отсечка 1000 километров. Надеюсь, камера это сняла. Кстати, табло уже замерзает. Я сейчас хочу снять красивый подъезд в одно место телевышки, поэтому мне нужно будет выкатиться на дорогу. Я уже заранее включил сейчас зеленый маячок. Здесь аккуратно надо быть, налить. Включил зеленый маячок впереди, сзади красный фонарь мигающий. И плюс. Так, не включен. И, упс, не то. И включим обычный фонарь впереди. Здесь дорога еще не сильно покрыта толстым слоем льда, как это обычно бывает зимой. По асфальту можно ехать на покрышках, немного стравленных, но аккуратно. Главное не заезжать вот на это место, потому что здесь можно поскользнуться и упасть. Наташа. Цена от 6 до 12 тысяч рублей. Была в прошлом году.
Здесь у нас находится гараж, не будем показывать где, райдера, который зовут Вася. Вась, привет. Ждите, ждем. Загорелся зеленый сигнал. Спасибо, перехожу. А этот фонарик мигает, потому что говорит о том, что он скоро сядет. Все, сейчас здесь сделаем пару кадров и домой.